Всем привет. Сегодня мы посмотрим твою родственную душу, кто предназначен тебе судьбой. И в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Вопросы 4, карты читаем парно. Первое — это сигнификация. Почему ты его до сих пор не встретила? А ты его не встретила, потому что, не смотрела бы этот расклад. Ну, почему не встретила? Потому что бесконечные тусовки с подружками. И засматриваешься на одного конкретного мужика. Вот тройка кубков, она, знаешь, она показывает, что ты живешь в режиме вечных вот этих посиделок, поверхностного общения, с подругами дружба. Ты на месте топчешься. Потому что вместо поиска глубины ты забиваешь время вот этими уютными пятницами, да, с девочками, где все друг другу льстят, но никто правду не говорит. А король мечей — это тот самый типок, который тебя, как говорится, гипнотизирует. Вот этот король мечей — это и есть причина, почему ты его до сих пор не встретил. То есть у тебя есть преграда в виде мужика, который холодный, резкий, с острым языком, и он тебе друг. Ты тратишь время и энергию на попытки его там завоевать, его забыть и так далее. Хотя он явно не твоя родственная душа, потому что у нас смотрим препятствия. И вот этот человек, он эмоционально недоступен, строит из себя интеллектуала, но на деле он просто манипулирует тобой. Ты свою судьбу не видишь, потому что ты застряла в этой токсичной схеме. Вечеринки спадают, встречи с этими подружками, там попытки добиться внимания человека, который тебя не ценит. Пока ты не вырвешься из этой дружбы с этим королем мечей, ты родственную душу не встретишь. Потому что у тебя в голове он моя родственная душа, он мой близнецовый пламенец, но нет. Он как раз и есть препятствие для встречи с твоим истинным, родственной душой. Так кто вот эта родственная душа, которая судьбой тебе предназначена? Ну, это тот еще перец, я тебе скажу. Рыцарь жезлов — это вот огненный, страстный мужик с авантюрной жилкой. Он тот, кто вот спонтанно сорвется в путешествие, там спор затеет, влезет в какую-нибудь авантюру. Он творческий человек. И он или из другой страны, или из другого города. Понимаешь? Он вот такой вот, творческий человек. Режиссер, музыкант, певец. Но вот пятерка жезлов, она добавляет к нему конфликтности. Понимаешь? Вы будете постоянно спорить, вы будете постоянно соревноваться, лбами сталкиваться постоянно из-за принципов. Это не тихий роман, нет. Это вот, знаешь, как сказать, отношения как поле боя. То есть, когда эмоции через край, выяснение отношений на повышенных тонах и на ультразвуках твоих. Борьба за лидерство постоянно. Но именно вот это вас и свяжет. Вы оба скуки не терпите. Любите вызовы судьбы. И ваши стычки, они, конечно же, будут заканчиваться всегда вот этим, страстным примирением. Он упрямый, он вспыльчивый, иногда даже невыносимый. Но это твоя карма. Как говорится, получите, распишитесь. От него идеальных ухаживаний не жди. Он может нахамить в ссоре,
но и может защитить тебя, как сказать, как гора. Ты за ним будешь, как за каменной стеной. Как вы встретитесь и что вас соединит? Ну смотри, вы в такой момент встретитесь, когда ты будешь в полной апатии. Четверка кубков — это вот когда ты устанешь от всего, да? От работы, от подруг, от пустых свиданий, от короля мечей. Будешь сидеть вот в кафе, в окно смотреть, и кто-то предложит тебе помощь. Ну, там, уронишь телефон, там, споткнешься, а он тебя там, как сказать, поддержит. Но умеренность — это про то, что он проявит терпение. Он не обидится, когда ты ему скажешь там «отстань». Будет мягко там шутить, надеяться будет, что сердце твое, равнодушие твое растопит. Ваша связь, она не со вспышки вот этой страстной начнется, а с медленного взаимного интереса, через общее хобби, работу и так далее. И вас сблизит умение баланс находить. Ты научишь его на рожон не лезть, а он вытащит тебя из твоего депрессивного состояния, из-за короля мечей. У вас общие ценности будут и общие цели, но никак не страсть. Вместе там займетесь каким-то делом, возможно, бизнес откроете, где твоя креативность и его напор, они создадут, знаешь, вот идеальный тандем между вами. Что делать, зная все это? Ну, знаешь, маг, он требует активных действий. Но повешенный, он про то, что сначала нужно что-то отпустить. И что-то отпустить, мы уже знаем, да, препятствует тебе король мечей. Поэтому начни с чистки своего окружения. Оборви связи с подругами, которые тянут тебя в эти бессмысленные встречи, эти, как их, девичники и прочее. Перестань прыгать по звонку от вот этого короля мечей. Займись собой. Вот представь, вот чего ты хочешь от отношений. Потому что маг — это твоя сила намерений. Но главное, нужно научиться ждать. По повешенному я имею в виду. Не лезь в спешку на сайты знакомств. Не соглашайся на вот эти, как сказать, свидания, которые ни к чему не приведут. Свое расписание пересмотри. Если всегда ходишь в одни и те же места, то маршрут смени. На курсы запишись, где вот этот твой рыцарь может быть, а он может быть в спортзале, в школах языка и так далее и тому подобное. И будь готова к жертвам. Придется переехать или сменить работу, чтобы его встретить. Но самое важное, перестань бояться конфликтов. Если увидишь вот этого самого вспыльчивого мужичка, то не убегай от спора, вступи в диалог. И вот ваша из крана пробьется именно через вот это. Понимаешь? Все ты понимаешь и все ты знаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки умненькие, и смотрим сигнификацию, почему ты его до сих пор не встретила. Именно не встретила. Этот расклад не для занятых. Потому что расклады смотрят умненькие девочки, правильно же? А не встретил ты его не просто так. Ты вот застряла в своем уютном мире. Работа, дом, диван, работа. И сериальчики по вечерам. У тебя все стабильно. Съемная квартира, кот, зарплата. Зарплату хватает на еду. Но это и есть ловушка. Ты как будто сама себя в 4 стенах замуровала с мыслью там «и так сойдет». Боишься даже окно открыть, чтобы сквозняк не сдул твой вот этот хрупкий комфорт. От любых перемен ты отказываешься.
приглашение подруг там на концерты, на все вот это встречи ты сливаешься. Со свиданий тоже сливаешься. Даже в магазин за продуктами ты ходишь по одному и тому же маршруту. А все почему? Потому что твоя родственная душа — это не мужчина из соседнего офиса или друг детства. Нет. Он — это вот как выстрел в твою бытовуху, вот эту рутину. Понимаешь? И подсознательно ты сама тормозишь встречу. Потому что его появление, оно заставит тебя выйти из вот этой спячки. То есть бросить удобную клетку, в которой ты сама себя закрыла. Ты не готова пока контроль отпустить над своей вот этой жизнью безопасной. Вот он и не приходит. А карты никогда не врут. Кто эта родственная душа? Ну, это мужчина, который твой мир с ног на голову перевернет. Не жди, что это крутой мачо с татуировками или там офисный хам там какой-нибудь. Твоя судьба в другом. Этот человек, он из твоего прошлого, с которым ты когда-то, как говорится, разминулась. Он или, вот знаешь, он или в университете работает, или даже в политике. Вот где-то, где есть жесткие правила и жесткие традиции. Но сам он бунтарь в этой системе. Вот когда вы встретитесь, тебе покажется, что земля из-под ног уходит. Все твои вот эти представления о правильной жизни он прямо обрушит. Заставит усомниться во всех своих принципах. Понимаешь, он с тебя маску вот этой удобной девочки сорвет. И скажет тебе вот прямым текстом: ты же большего хочешь. Поэтому сразу говорю, готовься к конфликтам. Ваши взгляды, они будут сталкиваться постоянно, вот как два барана разбегаются же и лбами сталкиваются, вот у вас так же будет. Тебе его методы, они покажутся очень резкими, но это единственный, кто увидит твою истинную суть под слоем твоих страхов. Он беречь тебя не будет, нет, он тебя на свет вытащит за шкирку. Даже если придется стены твоего вот этого идеального мирка ломать. Он все сделает, возьмет тебя за шкирку и на свет. Как вы встретитесь и что вас соединит? Ну, знаешь, ты встретишь его, когда вот решишься сбежать. Не в романтическом смысле, нет, буквально. Ты возьмешь и уволишься, например, там с надоевшей работы, купишь билет куда-нибудь и, как говорится, выкинешь весь хлам из квартиры, включая старые обиды. Это вот, знаешь, момент будет, когда ты запаришься притворяться. Вот ты сидишь, да, у себя дома, и вот у тебя одно и то же. И вот когда ты решишь сбежать из вот этого одно и то же, понимаешь? Вот это примерно вот так. И соединит вас не страсть, нет. Или общие интересы тоже вас не соединят, нет. Признание друг в друге вот этой смелости, которую вы оба скрывали, это вас соединит. Он заметит там, например, там сапоги твои красные, хотя сама ты там в сером. Или твой пост, да, то, что ты там с работы уволилась, и скажет такой: я тоже через это прошел. То есть, я вот не знаю, как объяснить, вы оба те человека, кто смог сорваться с цепи. Вот примерно вот так. То есть с цепи обязательств. И начать жить без оглядки на вот это чужое мнение, которое нахрен вам не упало. Сейчас вы держитесь за это. И вот эта искренность, она будет вашим общим языком. То есть, когда вот слова не нужны, вы оба сорвались с цепи, ну, грубо говоря. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, хватит ждать у моря погоды тут. Если хочешь встречи, как говорится, шторм вызывай сама. Не жди шторм, шторм сама вызывай.
Начни, начни вот с разрушения своих же правил. Отмени свой вот этот выходной день с сериалом. Поезжай одна там в незнакомый город, в кафе незнакомый хотя бы. Напиши мужчине этому, на которого ты давно глаз положила в тренажерке, да, но ты не, как сказать, боишься к нему даже подойти. Ты боишься, потому что казаться навязчивой. Твоя задача научиться выбирать не безопасно, а правильно для самой себя. Вот, как сказать, вот разрушь правил. Вот, например, начальник опять тебя нагрузит сверхурочной работы, да? Скажи «нет» и пойди на концерт. Тебе там мама позвонит с упреками, что ты замуж не вышла до сих пор. Отключи телефон и закажи себе там суши. Вот этот мужчина, он появится только тогда, когда ты начнешь жить без оглядки на чужие ожидания. И, конечно, будь готова к тому, что он не впишется в твой вот сейчасшний уклад. Слово «сейчасшний» есть, потому что я с вами разговариваю на кураптоновском языке. Понимаешь? Возможно, тебе придется переехать, сменить круг общения, возможно, даже профессию кардинально поменять. Но это будет твой сознательный выбор между вот этой удобной клеткой и свободой. И карты четко тебе тут говорят, сидя на диване, ты его не встретишь. Понимаешь? Тут уже или рискуй, или смирись с одиночеством. Третьего не дано вообще. Но мы перейдем к третьему, потому что у нас третье дано, да? Третий вариант. Троечки. Троечкам ремня. Итак, сразу объясню, что занятые, замужние — это не ваш расклад, потому что вы своего уже встретили, нечего на других смотреть. Итак, почему ты его до сих пор не встретил? Почему одна? Ну, знаешь, жестко буду. Ты одна до сих пор, потому что ты витаешь в розовых соплях, а не в реальности. В тебе сидит вот этот образ идеального принца. Он должен тебе стихи читать под луной, серенады петь, красные розы дарить. И с первого взгляда он должен вот по глазам просчитывать все, что ты хочешь. То есть понимать все без слов. То есть он должен быть вот этим, как его, экстрасенсом. Но, знаешь, за такими мужиками это вот в расклады к женщинам, которые мужиков в своей жизни не видали. Потому что сразу скажу, реальные мужики так не делают. И ты что делаешь? Ты отшиваешь нормальных мужиков, потому что они не подходят под вот этот твой вымышленный шаблон. Плюс ко всему ты все еще держишься за старую любовь, которая якобы так делала, которого ты идеализировала. Но тот человек, он давно уже с другой девушкой, и у них прекрасные компоты. Эти фотки у тебя старые в телефоне, тайные подглядывания за его соцсетями — это твои оковы, это твои кандалы. Пока ты не выкинешь вот этот хлам из головы и с небес на землю не спустишься, то никакой родственной души не появится. Ты сама блокируешь судьбу своими вот этими детскими, не побоюсь этого слова, фантазиями. Так кто эта родственная душа, которая тебе по судьбе? Ну смотри, говорю как есть. Это мужик с реальным багажом. То есть, знаешь, карты уперлись в потери.
Он либо недавно развелся после долгого брака, либо похоронил близкого человека. Да, тяжело, но ты вот именно так, кто его вытащит из этого всего. Это не какой-то там богатый миллиардер. Нет, это простой работяга. Он или строитель, или вот владелец небольшого бизнеса. Он старше тебя, ему за 35. Знаешь, он уже прошел через жопу жизни. Я бы хотел сказать школу жизни, но жопу жизни. Поэтому он и в игры с тобой играть не будет. Ну и на шею, конечно, он сразу не кинется. Он сначала проверит, надежно ли ты, можно ли тебе вообще доверять. Вот главное, что он сейчас на перепутье. Он получил предложение о работе в другом городе или какое-то вот выгодное предложение, которое заставит его сорваться с места. Вот тут вы и пересечетесь. Как вы встретитесь, что вас соединит? Ну, знаешь, не в баре и не через сайты знакомств вы встретитесь. Нет, ты будешь в своем режиме отшельницы. Или в отпуск одна поедешь, или куда-то пойдешь одна, и вот он появится неожиданно. Возможно, первым там подойдет к тебе в каком-нибудь концерте, на который ты пошла одна. Или там дорогу спросит у тебя по пути, когда ты вот будешь идти куда-то в режиме отшельницы. Понимаешь? Ну или там собаку выгуливаешь. То есть соединит вас вообще не страсть, нет. Общее горе соединит. Ты разговоришься, он выложит историю про свою там жизнь. И у тебя самой рот откроется, потому что ты наконец-то расскажешь про свои приключения тоже. Ну, приключения это в плохом ключе. Это у вас не будет романтическое «привет, как дела, давай познакомимся». Нет. Это, знаешь, это нарыв, который вскроет друг другу душу. Окажется, что вы оба ненавидите Новый год, обожаете вместе старые фильмы советские. Вот так вот примерно, понимаешь? Что тебе делать, зная это все? Ну, знаешь, инструкция к действию тут. Перестань планировать. Потому что судьба, она сама тебя столкнет, когда надо. Не лезь на сайты знакомств, подруг своих не слушай, которые тебя тянут на свидание. Твоя задача быть в нужном месте и без напряга, потому что все, кто к тебе подходит знакомиться или там заговаривают с тобой, ты их как бы, что за дураки, вот так вот думаешь. Понимаешь? То есть тебе, как сказать, вот, судьба сама вас толкнет. Не нужно искать специально. Понимаешь? И этот мужчина, он втянет тебя вот в переезд или вложение вот совместного дела. Но кредиты не вздумай никогда брать. Кредиты от дьявола. Все кредиты – это зло, просто запомни. И главное, когда с ним встретишься, лошадей не гони. Если он скажет тебе там, поехали там через неделю в другой город, ты должна быть готова сорваться, без сожалений, не в первое свидание и даже не во второе, я имею в виду потом, когда вы уже друг друга в компоте знаете. Но и не ведись на пустые обещания. Король Пентаклей, он конкретики требует, понимаешь? Договор, расписка, совместный счет, вот это все. Любовь любовью, а бумаги должны быть в порядке. Поэтому никаких кредитов, никаких ничего такого. Это я на будущее тебе говорю. Ну и, конечно же, помни, что я всегда рядом.